Для чего я, собственно, сюда прилетел? Для того, чтобы показать вам Минск и разобраться в современных технологиях. Сейчас будут строить город будущего. Если честно, я не думал, что в России вообще такое где-то может быть. Как вот обычному человеку отличить скама от не скама? Ребят, он взрывает мозг, и это очень полезно. Как думаете, в Беларуси можно расплатиться битками за алкоголь? Мы сейчас зайдем и проверим. Ребята, всем привет из морозной Москвы. Едем на конференцию Blockchain Russia. Это временный каршеринг. Пока в Москве. Здорово, Сань. Ну что, погнали на конфу? Погнали, я сейчас буду выступать. Рома сделал презу крутую. Такую лютую презу сделали. Просто это, ребят, вот все, кто говорит про упаковку, вот эта упаковка. Я сейчас познакомился с женой Брока Пирса. Человек очень достаточно известный, особенно в криптомире. Снимался раньше в сериалах, когда молодой был, потом возглавил венчурный фонд. Они выкупили 2000 гектар у правительства в Пуэрто-Рико и сейчас будут строить город будущего, в котором... на блокчейне все. Да, все будет на блокчейне, то есть даже налоги будут платиться за счет на блокчейне. И по этому городу хотят сделать пример, по которому будет строиться дальше мир. То есть, соответственно, все города через какое-то время примут именно такой вид. Мне кажется, в России полно земель, можно было бы тоже такой город построить. Да, кстати, хайповая тема. Хайповая тема. И вот 14 марта нас пригласили в Пуэрто-Рико, поедем. Постараемся снять. Но я в этот момент буду на Амазонке до 18-го, по-моему. Но я постараюсь, может быть, либо прервать, либо, может, на последний день хотя бы прилететь, потому что там недалеко это все тоже Южная Америка. Меня просто бомбит. Очень много людей не соображают вообще, что такое крипта. И они пишут, что это МММ и прочая херня. Ты как Хованский пиаришь там говно какое-то. Я как Хованский не пиарю. Я никогда не буду пиарить пирамиды или те вещи, где вас могут кинуть, потому что я не идиот терять свою репутацию. Мне дали спикера, а Роме дали просто випа в автопаде. Ром, как ты это можешь прокомментировать? Это уважуха со стороны организатора, согласен? Что ты просто идешь на автопаде, тебе здесь делать нечего. Прикиньте, встретил подписчика, который специально прилетел из Израиля, чтобы меня послушать. Вот это я понимаю. Я приглашаю тревел-блогера Александра Кондрашова. Это Алексей, который прилетел из Хабаровска специально для того, чтобы приехать на эту конференцию и встретиться со мной. Ребят, он взрывает мозг, и это очень полезно. Я здесь познакомился с кучей отличных людей. Тут просто другой мир. Ты как будто заглянул в будущее. Не так, что, знал бы, я бы там что-нибудь сделал. А ты уже это знаешь. Сейчас просто надо действовать. Ставим лайк, подписывайся. Красава, спасибо за фидбэк. Я Анатолий Радченко, мне 30 лет, я трейдую с 18 лет, с 2013 года торгую крипту, есть очень глубокое понимание, как это делать. Дай практический совет, как вот обычному человеку отличить скама от не скама? Любая гарантированная доходность, если эта организация обладает банковской лицензией, это скам. Все. То есть это уже априори они зафаршмачились, потому что гарантировать ничего нельзя. Посоветуй какие-нибудь перспективные, может, проекты, что сейчас есть крутое? Я могу просто сказать то, что есть у меня лично, куда я вложил деньги. Это NEO, это Omis Go, это EOS. А тебя не пугает, что вот эти азиатские проекты, они пампят очень сильно? Нет, я считаю, что это то, что может, грубо говоря, стать next там, Ethereum, next Bitcoin. Инвестируйте в свое образование, то есть поймите, как работает технология, поймите, что блокчейн эфириума не может обмануть вас. Да, то, что сама криптовалюта, она не может вас обмануть. Она может только обмануть ваши завышенные ожидания, жадные сволочи. Какие у вас роудмэпы, то есть что вы дальше будете делать? Мы не спекулируем новостями, мы не пампим свой курс, мы занимаемся разработкой продукта. Платформа называется Aurora Platform, там можно торговать российские акции, фьючерсы, американские акции, и мы сейчас в бета-тестинге находимся на крипте. Я думаю, в очень ближайшее время, ну, опять же, согласно нашему роудмэпу, мы это все засетапим. Когда? По роудмэпу, по-моему, это идет в течение месяца. То есть иксы мы увидим в течение месяца? Это уж все зависит от вас, мои дорогие покупатели. Круто. Спасибо большое, давай. Давай. Ребят, всем привет, я болею. А Саша всегда запрещал мне снимать лайфстайл, всегда запрещал мне снимать дома.
А сегодня, когда я начала снимать на своей History его, он сказал, а что ты мне влоги не снимаешь? Мне разрешил снимать, как он чистит рыбу. Колюшку, Настя. У вас тоже мужья мусор выкидывают? Саша будет пихать туда, пока просто она не треснет. Я пойду это смою в туалет. Нет, это не надо смывать в туалет. Ну зачем? Это неправильно. А я пойду смою. Не надо, Саша. Сделал неправильно. Саша. Покажи, какой я шкаф сегодня собрал. Саша собрал шкаф. Раньше неглаженное белье валялось сверху на стиральной машине. И я придумала вот такой шкаф. В общем, здесь мука, соль и перец. А здесь у нас колюшка. Анастасия Олеговна, кушать подано. Москва, башня Федерации, минус 20. Вы спросите, что я здесь делаю? Я приехал сюда убить двух зайцев. Первое, это я хочу посетить фонд Биотех, который поддерживает ученых и интересные проекты, инвестируя в них деньги и помогая им развиваться. А второе, я хожу здесь в World Class и вам сейчас покажу, как выглядит этот зал. Но сначала мы заедем в фонд Биотех. Леша, здорово. Слушай, ну я первый раз в таком крутом офисе. Когда у меня такой будет? То, что вы поддерживаете ученых, инженеров, вообще интересные проекты. Как вы это делаете? Вот расскажи. Создаем рабочие места, расширяем инфраструктуру. Это огромный объем работы. То есть, если у человека есть, допустим, идея, или там он ученый, какая-то разработка. Да, если есть у человека идея, это может быть как стартап, также может быть бизнес, который уже работает. Он приходит к нам, презентует нам его. Если мы принимаем решение инвестировать, то мы берем это дело, инвестируем, все просто. То есть, в принципе, любой может. Вообще абсолютно любой, но сейчас самое главное, чтобы наш проект был связан с биотехом. Это очень важно. Почему с биотехом? Во-первых, потому что нам это интересно, мы видим в этом перспективы, мы помогаем продвигать этот продукт, мы помогаем пиарить его, помогаем с маркетингом, помогаем правильно наложить на это юридическую и финансовую оболочку. Но только так, что не мешаем работать тем, кто изначально его придумал. Я знаю, у вас уже есть один продукт, да, который вы уже вывели. Да, это биобактерия дапсина, которая вводится в Мертвом море. Вот наш ученый придумал технологию размножения. Как мы считаем, это перспективно, потому что она может применяться как в медицине, в сельском хозяйстве, также и в IT-технологиях. Уже сейчас, в течение этой недели, запустится производственная линия, которая будет производить по 4500 единиц. Алексей, мы оставляем ссылку, да, пусть ребята пишут, присылают вам проекты, вы будете все рассматривать. Да, наша компания называется АФК Атлант. Любой желающий, у кого есть идеи, которые связаны с будущим, с биотехнологиями, они могут прийти, заполнить заявку или прийти, презентовать нам свой продукт. Мы с удовольствием его рассмотрим, и если нам все понравится, также с удовольствием в него проинвестируем. Обязательно оставим ссылочку, переходите. Если у вас есть такие проекты, либо, может быть, знаете знакомых, дайте им посмотреть этот видос. Давайте поможем вывести русских ученых, вывести наш русский продукт на мировой уровень. В общем, ребят, сейчас мы мини-экскурсию такую устроим. Сейчас пойдем посмотрим, как выглядит Атлант изнутри. Ребят, хотите себя почувствовать волком с Уолл-стрит? Если честно, я не думал, что в России вообще такое где-то может быть. У меня в офисе совершенно не так, абсолютно. Смотри, здесь у нас гардероб, прием пищи. Ага. Можно поиграть, да? Это наш друг Герман. Это Герман. Классрум. Здесь проводят обучение, здесь проводят бизнес-тренинг. Здесь раз в 2 недели проходит курс аппараторского искусства каждому сотруднику. У них рабочий график какой? 25 часов в сутки. Работаем круглые сутки, не бережем себя вообще. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, вот, кто в такой организации хоть раз работал. Просто интересно, какой процент людей или, может быть, сейчас работает. Вот здесь у нас аналитический отдел. Здесь мы проводим аналитику, следим за новостями. Торгуем на американском фондовом рынке, торгуем криптовалютой. Давай твой прогноз вот на ближайшие, там, я не знаю, ну давай на 2-3 месяца. Давай, просто эксперимент. Ну, это практически невозможно, но я бы там свою точку зрения куда-нибудь привел бы в район 15 тысяч. 15 тысяч в ближайшие 2 месяца, да? Да. Окей. Ребят, сейчас сделаем небольшой обзор World-класса, который находится в Москва-Сити. В принципе, их достаточно хороший зал. Мне нравится, что здесь панорамные окна вот такие. Особенно, когда бегаешь. Правда, когда зима на дворе, не так прикольно, как летом. И самое классное здесь бассейн. Это прямо сердце.
О, ребят, всем привет! В жизни не догадаетесь, где я сейчас нахожусь, а давайте я вам покажу. Это отель в Минске. Для чего я, собственно, сюда прилетел? Для того, чтобы показать вам Минск и разобраться в современных технологиях. Сейчас в Беларуси, в Минске проходят 2 конференции. Продолжаем разбираться, а те люди, которым это не интересно, вы можете выключить или подождать следующее видео. Дальше мы летим в Сеул, опять будет конференция. После Сеула мы летим на Амазонку, где будем ловить пираний и постараемся показать вам древние племена, обычаи и никакого блокчейна, обещаю. Кстати, да, банку почти достроили, осталось чуть-чуть, скоро и дома пираньи появятся. Те, кто недоволен в комментариях, кто пишет: Саня, отпишусь, блокчейн, ЛММ, пирамида, развод. Ребят, поймите, это мой канал, моя жизнь, я ее снимаю. Раньше у меня был аквариум, я снимал про пираньи. Потом у меня было увлечение подводной охотой, я снимал про подводную охоту. Потом путешествия, дача, сейчас крипта. Через пару дней может быть что-то совершенно другое. И я не прошу вас вкладываться в какие-то проекты, покупать биткоины. Я это делаю сам, на своем опыте, вы можете просто за этим наблюдать. Не обязательно бежать и что-то при этом покупать. Это не МММ, я не пытаюсь привлечь как можно больше людей в эту тему, но я хочу, чтобы в этой теме разбиралось как можно больше моих подписчиков. В Минске на завтраке всегда можно найти что? Драники. Нигде так вкусно их не готовят. Познакомились с нереально крутейшими ребятами, которые сделали директ для Минска, разработали. То есть это законодательство, согласно которому тема блокчейна, тема крипты в Беларуси легализована. Мы с вами сейчас, вас сейчас с ними познакомим, они расскажут, как вообще удалось такое сделать, грубо говоря, первым в мире, и при этом это сделали здесь. Хочу вас познакомить с очень интересными людьми, которые просто перевернули, можно сказать, белорусский мир, да и в принципе, почему только белорусский, весь мир перевернули. Ребята, расскажите, что вы натворили вообще, как произошло? Март прошлого года глава государства сказал: нужно сделать лучшую в мире экосистему для IT-бизнесов, лучший в мире правовой режим для IT-бизнесов. Все сюда приезжали и развивали это направление. Все IT-бизнесы со всего мира, чтобы приезжали в Беларусь. Мы предложили убрать визы. 180 дней любой может без визы. Иностранец сюда приехать, быть в парке высоких технологий. Разрешение на работу не требуется. Приезжай, работай в парке высоких технологий без разрешения на работу. Налогов 0, в том числе по операциям с криптой. Любой инвестор, который приходит в Беларусь, он благодаря этому декрету знает, что если токен выпущен через ПВТ, это честный токен. Мы хотим сделать стандарты деятельности этих криптобирж. Прежде всего, чтобы люди, которые будут на них торговать, они не пострадали. И они не волновались за свои деньги. И это будут не государственные стандарты. Это будут стандарты, утверждаемые вот этой песочницей, парком высоких технологий. Они будут постепенно меняться, так как будет меняться жизнь. Беларусь ничего не изобретала. Значит, она взяла существующие элементы криптоиндустрии со всех стран, организовала их в единую систему. Мы построили между ними правовые связи и сказали: ребята, вот законодательство, как работает система в целом. От выпуска токена до его оборота через биржи и до погашения этого токена. Круто. Тем, кто выпустил. Был режим этого парка высоких технологий, он не менялся 12 лет. Мы 12 лет это гарантировали. И все здесь работали без налогов. Мы делаем апгрейд, и теперь давайте еще и с криптой. До 49-го года гарантии. Круто. Все. Инвестор видит, до 49-го года в Беларуси неизменные правила игры. Ему понятно, как строить бизнес. Это не серая зона. Все, супер, ребят, спасибо огромное. На Бентли? Ребят, мы вырвались из лап этой конференции и поехали тестировать, как говорят, лучший спа в этом городе. Ребята, мы приехали в спа-салон. Минска. Но такое ощущение, что мы просто где-то в Азии, супер расслабленная атмосфера, журчит водичка. Ну согласитесь, вот хороший сервис — это когда все продумано до мелочей.
Ром, а что для тебя идеальный спа? Пойдем покажу тебе, что такое идеальный спа. Традиционный тайский массаж, это такая классика тайского массажа, он проводится, ритуалы, они проводятся на матах, в индивидуальных хлопковых костюмах, то есть наши мастера, они используют элементы пассивной йоги, скручивания, растягивания тела. Вы получаете заряд жизненных сил и тонуса. Ребят, такая вот у нас работа, ну ничего не пойдешь. Но мы должны все попробовать, сами понимаете. Как часто вы принимаете ванну, друзья? Я вот, у меня дома нет ванны, у меня только душ. И я всегда очень ценю, когда в отеле или, где-то, есть ванна. Ребята, в общем, мы будем отдыхать. Через час мы снова выйдем на связь, и вы увидите наши лица. Закончилось спа, продолжаем изучать ночной Минск. Приехали в Doubletree Hilton. Пожалуй, самый красивый вид в Минске с самого высокого бара. 21 этаж. Как думаете, в Беларуси можно расплатиться битками за алкоголь? Мы сейчас зайдем и проверим. В общем, приехали на улицу Зыбецкая в Минске. Встретили подписчиков. И смотрите, что у них есть. Мы принимаем биткоины. Вот я вам хочу сказать, что Минск впереди планеты всей. Мы сейчас попробуем заплатить биткоины. Смотрите, у нас получилось $17 примерно. Это 0,0016-15 биткоинов. Место называется Private House. Если у вас есть битки, можете прийти и когда стенка тут зависнет, выбери, пообщаться с ребятами и заплатить битками. Приключений мы не могли уехать из Минска. И как обычно, эти приключения со мной почему-то. Да, то Кома, то билет на второе. Рома должен был улететь в Гамбург. Но так как мы летим в Сеул и взяли билеты в Сеул, то Рома летит завтра из Москвы в Сеул вместе со мной. И нам нужно было взять билеты в Москву. Попросили менеджера, типа, сделайте нам билеты в Москву. Скинул свой билет, говорю, вот на 1 марта. В результате взяли билет на 2 марта. Роме в бреховной регистрации осталось там час до вылета, и в результате у Ромы нет билета. Вернем назад. Нам очень понравилось в Минске, особенно понравилось то, что мы вчера смогли в баре заплатить битками. Это было круто, на самом деле. Это было круто. Дальше нас пригласили в Пуэрто-Рико, Бимавиа. Ребята делают совершенно сумасшедшие технологии, то есть это квадрокоптер, в который ты залазишь, он до 115 килограмм поднимает, и ты перелетаешь на автопилоте куда хочешь, грубо говоря. Мне удастся потестировать этот аппарат, и все об этом вам расскажу. Ребята, будущее уже вот-вот наступает, уже можно платить в барах битками. Скоро это будет повсеместно, и я уверен, что те люди, которые писали биткоин, отписка, дизлайк, вы об этом очень сильно... Это интегрируется уже везде, поэтому вы об этом очень принимать это и пользоваться. Сильно пожалеете то, что не воспринимаете это раньше всех, а придете в эту индустрию, когда все хорошие, интересные, перспективные темы будут заняты. И вы не сможете ни заработать, ни как-то развиваться. Вы будете просто... Мир. Хороший пример интернет. Вот появился интернет. Да. Первый, кто начал заниматься разработкой сайтов там, и так далее, вообще начал интернет-программированием заниматься. Они до сих пор успешны. Сейчас программисты, разработчики, веб-разработчики и приложения самые высокооплачиваемые профессии. Просто вот вам. Поэтому занимайтесь блокчейном, занимайтесь интересным проектом. Искусственным интеллектом. И следите за трендами, за современными технологиями. Да. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Ставьте лайки. Всем удачи и пока. Пока, ребят.